Здравствуйте! В этом видео мы разберем практический навык аускультации легких. В первую очередь мы представляемся и объясняем свою роль. Здравствуйте, меня зовут Алексей Юрьевич, я фельдшер. Как к вам обращаться? Иванов Иван Иванович. Сверяем его имя с медицинской документацией, пациент идентифицирован. Объясняем ему назначение, ход и цель процедуры. Вам необходимо провести аускультацию легких. Я послушаю их в разных местах, чтобы определить их состояние. Вы согласны? Пациент согласен. Получаем информированное согласие на процедуру и переходим к подготовительным мероприятиям. Для этого просим пациента освободить грудную клетку от одежды. Мы сделаем это через секунду. Разместиться перед вами удобно, например, сидя на стуле. И во время исследования дышать спокойно через нос. Далее обрабатываем руки гигиеническим способом. Обрабатываем фонендоскоп, а именно мембрану и аллею фонендоскопа, салфетки с антисептиком. И размещаемся прямо перед пациентом. Теперь начинаем саму аускультацию по передней поверхности. Размещаем фонендоскоп в симметричных местах грудной клетки. Сначала надключичную область, справа и слева. Теперь под ключицами. Второе межреберье по среднеключичной линии. Далее в третьем, четвертом и пятом межреберьях проверяем только по правой стороне, так как слева уже находится сердце. Теперь мы исследуем боковые поверхности. Для этого просим пациента поднять и сложить руки на затылке. И ставим мембрану фонендоскопа в симметричных участках на боковой поверхности. В третьем, четвертом и пятом межреберьях. Все по средней подмышечной линии. Далее просим пациента опустить руки и становимся сзади от пациента. Нашего пациента мы развернем спиной. Когда мы встали сзади от пациента, просим его: Иван Иванович, наклонитесь, пожалуйста, вперед, скрестите руки на груди, ладони положите на плечи. И продолжаем ставить фонендоскоп в симметричные участки. Вначале надлопаточная область. Далее на уровне 6-го межреберья в межлопаточной области. 7-го. В 8-м межреберье по паравертебральной линии. Далее там же, но по лопаточной линии. По заднеподмышечной линии. И на одном межреберье ниже, в 9-м. Просим пациента: Иван Иванович, опустите руки. Спрашиваем у пациента: как вы себя чувствуете? Не жалуется. Говорим ему, что осмотр завершен, можно одеваться. Теперь снимаем фонендоскоп, вскрываем спиртовую салфетку, упаковку от нее утилизируем в отходы класса А, протираем мембрану, оливы фонендоскопа и саму салфетку выкидываем в класс Б. Затем обрабатываем руки гигиеническим способом и делаем запись в медицинской документации о том, что процедура проведена. На этом станция завершается.